Мужчины, всем здравствуйте! С вами я, Алла. Сегодня для вас общий расклад, какая женщина скоро с вами будет, и описание этой женщины. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и загадайте свой вариант. Цифру 1 или 2. Это будет первый, это будет второй вариант. Итак, первый вариант. Аркан Мир. Какие отношения в первом варианте? О ком пойдет речь? Сигнификатор королева чаш. Светловолосая женщина, светлый цвет глаз. У кого-то может отыграться по знакам зодиака. Скорпионы, раки и рыбки. Так, отношения здесь новые. Отношения здесь на расстоянии. Первый вариант здесь идет либо речь о переписке. Вы можете находиться в разных городах, либо даже в разных странах. Либо эта женщина уехала, либо вы уехали. Ну, то есть идет речь о том, что вы не находитесь вместе. То есть что-то могло быть. Например, вы познакомились с женщиной, потом произошли какие-то события, и кто-то из вас уехал. Отношения были завязаны, когда вы могли быть вместе, а сейчас вы уже не можете быть вместе, и ваши отношения уже на расстоянии. Вот этот вариант подойдет, и подойдет вариант, если вы познакомились в интернете. То есть это женщина, которая изначально была где-то в другом городе, либо в другой стране. И вы знали, что между вами будет расстояние. Смотрите, женщина здесь изначально понимала, что будет все сложно в этих отношениях. Она изначально понимала, что для нее будет очень тяжело выстраивать отношения вот в том формате, в котором вы задали тон. Здесь женщина, которая изначально была нацелена на то, чтобы с вами быть вместе. Человек сразу вам об этом мог говорить. Человек сразу здесь рассчитывал на то, что через какое-то непродолжительное время ваши отношения перейдут в какой-то серьезный фон. То есть здесь про то, что человек не собирался с вами просто находиться в романтических отношениях. Может быть, вы ее неправильно изначально поняли. Может быть, вы ее несерьезно рассмотрели или почему-то посчитали, что она согласится вот на такие отношения, в которых нет конкретики. Здесь женщина немножко, так знаете, по-инфантильному как-то думала. Здесь могла думать, что ну авось как-нибудь оно там все обойдется, как-то само там все разрулится, а оно не разрулилось. Поэтому она могла зайти в отношения, в которых ей изначально было ну как бы не гармонично. То есть человек рассчитывал на какой-то быстрый поворот событий. Человек рассчитывал на то, что, ну, грубо говоря, там пару месяцев вы встречаетесь, и вы уже понимаете, да-да, нет-нет. Женщина здесь не планировала с вами очень долго находиться в отношениях, знаете, когда там все подвешено, ничего не понятно, когда вы редко встречаетесь там раз от раза. Женщина изначально по аркану Мир рассчитывала на глобальные отношения.
Смотрите, карты говорят о том, что когда вы познакомились, даже если вы познакомились в интернете, произошло некое узнавание вас. То есть такое ощущение, знаете, вот как будто вы были знакомы, вот ваш взгляд знакомый, ваша энергетика знакома, вот ну, вы как человек, которого она как будто знала очень давно. Поэтому у нее не возникало никаких сомнений в том, что вы тот человек, которого она ждала. Может быть, даже она себе нарисовала в голове вот во время вашего знакомства, что вы ее судьба. И тут человек как-то, ну, даже очень серьезно как-то отнесся. Может быть, вы этого не поняли. Может быть, вы подумали, что это просто влюбленность или увлеченность. Смотрите, здесь расклад для тех, кто недооценил чувства этой женщины. Может быть, вы отнеслись несерьезно к ней, потому что она была в другой стране, либо в другом городе, и вы решили, что это какой-то там временный романчик. Может быть, вы по какой-то причине решили, что она хотела каких-то поверхностных отношений, но карты говорят, что нет. У кого-то может отыграться, что вы неправильно поняли друг друга. Ну, так бывает, когда люди неправильно интерпретируют другого человека. Смотрите, здесь изначально расклад говорит о том, что аркан колесница открылся в раскладе. То есть это про то, что женщина, она была нацелена на то, что в этих отношениях не нужно там что-то проверять, тянуть во времени, там что-то там присматриваться. Ну вот как будто она вас узнала, и этого было достаточно. А потом она могла немножко выключиться, потому что увидела, что вы как-то не особо заинтересованы в том, чтобы эти отношения убыстрить. Как-то вы тут вот как-то немножко ее отставили в сторону. И женщина, кстати, после этого могла закрыться, потому что ей стало больно, и, знаете, как разочарование пришло, что ну я же думала, что ты меня понял, а ты меня не понял, а ты меня вообще не так интерпретировал. Здесь вот про это. Ребят, выйдите на связь к этой женщине, вот у кого похоже было по раскладу, как я сказала. Потому что женщина здесь почему-то решила, что она вам не важна. Что вы ее несерьезно рассматриваете. Женщина хочет здесь быть с вами, здесь женщина на самом деле очень сильно, может быть, даже спешила. Может быть, вы ее неправильно интерпретировали, подумали, что она там, не знаю, что-то от вас хочет. Может быть, вы решили, что она меркантильна. По общему раскладу, напоминаю, что это не личное гадание, мы говорим только про общий расклад. По общему раскладу здесь речь о том, что женщина доверилась интуиции, и ей интуиция сказала, что вы ее мужчина. Поэтому она могла сделать какие-то опрометчивые шаги, из-за чего вы решили, что она несерьезно как-то к вам могла отнестись. А на самом деле здесь женщина могла просто, знаете, как чересчур себе нафантазировать, что ты мой мужчина, и ты вот со мной там на едином дыхании, и ты понимаешь, что я твоя женщина. А вы, скорее всего, этого не поняли. Поэтому у вас произошло какое-то недопонимание. Здесь женщина вас ждет, но здесь нужно, чтобы вы поговорили, потому что она почему-то считает, что вы ее не поняли, вы ее отвергли.
Так, единички, вот такой был ваш вариант. Кто себя узнал, отпишитесь, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы переходим к двойкам. Так, двойка, иди сюда. Тут жезлов. Двоечки, здесь речь пойдет про женщину, с которой вы сходитесь и расходитесь. Здесь какая-то история многолетняя, когда человек тянет как наркотик. Когда человек, не знаю, как что-то такое, знаете, как магнит вас тянет. Вы можете расходиться, искать другого партнера, но потом вы все равно возвращаетесь друг к дружке. У женщины здесь точно так же. Она может уходить от вас к другому и потом возвращаться к вам. Вы можете быть здесь бывшим мужем. Здесь про то, что она могла строить уже отношения с новым мужчиной. Но как только вы появляетесь на горизонте, она возвращается к вам, потому что здесь гештальт не закрыт. Какие чувства у тебя к твоему бывшему? Смотрите, туз чаш. Но это любовь. Тройка мечей. Если ты его любишь, почему тогда вы расстаетесь? Ребят, здесь проблема в роду у этой женщины. Здесь очень проблемная родовая карма. Что это значит? Это значит, что в роду нет опыта счастливых семейных отношений. Это значит, что либо по материнской, либо по отцовской, а может быть даже и по той линии, все несчастные были в личной жизни. То есть все создавали семьи, потому что так нужно, или потому что пора рожать детей, или а что скажет общество. Ну, то есть не было семей, в которых была любовь. И в роду просто нет этого опыта, как это жить на постоянной основе с любимым человеком. Поэтому, когда вы вместе, когда у вас все хорошо, на нее может нападать тревожность. А если вы такой же точно, то есть, например, у вас в роду тоже есть такие же родовые проблемы и негативные программы, то тогда вы вдвоем не можете находиться долго вместе, потому что есть вот эта негативная бессознательная программа, что когда все хорошо, что-то не то, вот что-то не так. То есть есть какая-то, вам кажется, проблема, и вы ищете причину, по которой вы расстаетесь. Здесь женщина не может долго находиться в счастливых отношениях. Не потому, что она гулящая, не потому, что она разбалованная. Здесь у человека однозначно 100% нет такого опыта в роду. Видите, аркан башня. То есть это про то, что либо у них куча разводов в роду, либо много смертей было в роду. Кто-то погибал, умирал на войне, кто-то там умирал. Какие-то несчастные случаи могли происходить. Ну, то есть как невезение вот в любви. И у этой женщины, у нее как бы это как уже на генетическом уровне может быть.
Вот по этой причине она может уходить, вы можете ссориться, расставаться, она может уходить к другому, потом там что-то происходит, она понимает, что она его не любит, потом вы возвращаетесь на горизонте, и она приходит к вам. И вы сами чувствуете, что она вас любит. Ребят, ну тут сложно, тут все очень сложно, потому что родовые программы — это очень сложная вещь на самом деле. Самому в них можно и не разрулить. Здесь нужно делать энергетические практики для того, чтобы на энергетическом уровне исправить вот эту вот ситуацию, что в роду не было счастливых отношений, нет опыта любви именно в отношениях. У нее в роду могло быть такое, что была любовь, но на стороне. Например, там кто-то из женщин мог любить мужчину женатого, а быть в семье и жить с нелюбимым мужчиной. А у нее есть программа, что вот живешь с нелюбимым, а любимый где-то на стороне. Ну, здесь нужна помощь, здесь нужно обращаться к специалисту, потому что сама она это не вырулит. И если у вас такие же программы, то вы тоже с этим не вырулите сами. Это как самому себе делать операцию. Женщина здесь хочет с вами быть. Вы действительно для нее любимый человек. Но здесь как будто, знаете, хочет, но не может. Постоянно что-то возникает, из-за чего вы расстаетесь. На дне колоды, смотрите, туз пентаклей. То есть вы для нее самый главный ее мужчина в жизни, самый ценный, самый любимый. Но есть вот это вот родовое «но». Поэтому, ребят, тут нужна помощь специалиста для того, чтобы исправить вот эту вот кармическую родовую программу на то, что можно быть в семье и в постоянных отношениях с любимым человеком. Так что, двойки, вот так. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Вы можете ко мне обратиться за личным раскладом и получить индивидуальную помощь. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом всем хорошего дня, хорошего вечера и всем пока.